Здравствуйте, это гадание для рыб на июль 2022 года. И в руках у меня для вас карты, которые называются Таро Муха. Почему они так называются? Когда-то давно, на границе 19 и 20 веков, творил, создавал свои бессмертные полотна, в числе прочих, чешский живописец Альфонс Муха. По мотивам его картин, его работ и создана эта колода. Вы сейчас увидите, что колода это особенно, потому что Альфонс Муха очень любил женщин, не скажу, но любил он женские образы. Он был театральным художником и в основном рисовал театральные афиши. И его вдохновляли женщины-актрисы, молодые, красивые, радующиеся жизни, здоровые и богатые. Вот героиня любой, почти любой его картины, это вот такая вот женщина. И мы именно этим образом сегодня с вами тоже вдохновляемся, когда гадаем на ваш июль. Попробуем быть, вот примерно такими. И первые вопросы мои будут для рыб про работу. Что вас ждет на работе и в бизнесе? Ох, подарочная карта, открыточная. Посмотрите, да, карта выглядит как открытка, которую прям хочется получить. И с каким-нибудь еще очень загадочным, далеким обратным адресом. Правда? Туз кубков обозначает подарок. В буквальном смысле. На работе вас ждет подарок. От банального, понятного подарка, например, вам подарят, что вазу памятную в честь, там, допустим, юбилея, сколько вы работаете на этой работе. До этим подарком может быть и назначение на новую должность, и получение вообще, в принципе, новой работы. Может быть, в качестве подарка вам судьба протянет идею или возможность открыть какой-то новый бизнес. Это не важно. Подарок может быть один, подарков может быть много. Самое главное, туз кубков говорит, что рыбы на работе или в теме бизнеса переживут невероятный эмоциональный подъем. Это карта радости, это карта счастья. Это момент, когда вы буквально чувствуете, что нравитесь людям, да и удача явно выбрала вас. Это возможность что-то получить крупное, радостное, часто незаслуженное. То, что приходит в нашу жизнь вместе с тузом кубков, кстати, иногда вызывает вот такие вопросы. За что? Кажется, что я же ничего для этого не сделал, такого большого. Да, это может быть внезапно свалившееся какое-то повышение, а вы не знаете пока, достойны вы или нет. Вторая карта про работу рыбам. Старший аркан. И это прекрасная карта, звезда. Мечта исполняется или мечта зарождается. Я, кстати, не знаю, что лучше. Исполнение мечты, исполнение вашего самого главного, заветного, большого желания, связанного с работой. Карта вам обещает. Такие карты вместе, рядом, редко очень ложатся, так что не пропустите. Вот мечта. Вот мечтаете вы. Мечты ведь, знаете, имеют свойство исполняться только у тех, у кого они есть. Обидно, если ее нет, а у вас такие хорошие шансы, такие хорошие возможности. Поэтому, если вы мечтаете найти новую работу, например, поменять, более интересную, более какую-то перспективную или денежную, то вот исполняется эта ваша мечта. Но мечты, связанные с работой и бизнесом, могут быть очень разными на самом деле. Здесь важно содержимое вашего духа, вашего сердца, вашей головы. Задумайтесь, вот задайте себе сейчас вопрос, о чем бы я мечтала, что бы я хотела получить как безусловный подарок на тему работы. Вот если есть ответ, рассчитывайте на исполнение. А если нет, если вы не знаете, чего ждете, то тогда все будет попозже, наверное, для вас, не теперь. А вообще карта звезда
обозначает часто, знаете, какую-то связь вашей работы с творчеством. Это такая творческая реализация, это работа, связанная с визуальными образами, какими-то картинками, творческий подъем, творческий энтузиазм или творчество в целом, которое вдруг присутствует у вас на работе или в бизнесе. Мечта, да, открыть свой бизнес, например. Представляется шанс, возможность. А далее рыцарь кубков. Прекрасный. Ну вот посмотрите. Кубки, карта звезда. Такое чувство, что мы не про работу спрашиваем, а прям про любовь. Карты-то какие? Романтичные, романтические. Рыцарь кубков, понятно, это фигурная карта или придворный. Описывает она человека, который, ну, как-то сейчас влияет на вашу работу, оказывается рядом с вами, новый партнер по бизнесу, новый коллега, с которым у вас, наверное, сложатся хорошие отношения, но даже вполне возможен служебный роман. Карты более к этому склоняются. Это ваш безусловный роман с вашей работой, с местом, где вы работаете, чему отдаете силы. Но это и буквально роман. Вот он, романтический герой, понимаете? Вам даже колода портрет предлагает. Рассмотрите его. Рыцарь кубков – это часто буквально водный человек, конечно, вам подходящий. Из одной с вами стихии это рак, скорпион или тоже рыбы. Это может быть новый человек, это может быть какой-то прошлый, который возвращается, а прежде отсутствовал. Карты обещают вам счастье на работе, в бизнесе, в работе. Счастье. Может быть, со всех сторон. Может быть, это и работа хорошая, творческая, и служебный роман. Почему бы и нет? Если уж мечтать, так мечтать на полную катушку, да? Пусть все будет. В целом очень такое чувственное, романтичное, романтическое, немножко, знаете, немножко непрактичное, наверное, время. Поэтому если вы задаете картам, знаете, такие простые, ясные вопросы, повысит ли мне зарплату? Вот здесь ответ может быть нет. Потому что энергии совокупные вот этих вот карт витают где-то выше, чем приказ о повышении зарплаты. Служебный роман буквально. Дальше деньги. 3 карты про деньги вам расскажут. Во-первых, карта повешенная вам выпадает. Это ответственность, обязательства. Это буквально не свобода в деньгах. Старший аркан. Карта говорит, что вы в деньгах будете не свободны. В доходах, расходах, в каком-то соотнесении дебета с кредитом. И это еще и жертва. Вам придется пожертвовать деньги. Ну что такое жертва? Это не всегда буквальное пожертвование, хотя неплохо было бы, да, в какому-то благотворительному фонду. Мы называем жертвы вынужденные, достаточно крупные траты, которых мы не хотим, к которым, например, не были готовы. Вдруг в июле выясняется, что вы там, ну не знаю, задолжали по налогам большую сумму. Или по штрафам, или что-то еще. И вам приходится эти деньги платить. Не заплатить нельзя, это не ваш выбор, поэтому у героя связаны руки и ноги. А платить, ну, страшно не хочется. Как всегда, платить страшно не хочется. Карта повешенная призывает к ответственности, призывает вас очень серьезно, по-взрослому решать денежные вопросы. Не сбрасывать с себя, очень важное предупреждение, кстати, карты повешенной, не пытаться избавляться от денежных обязательств, не пытаться, например, перенести на другой месяц, да, то есть как-то реструктуризовать долг. Например, если вы какому-то приятелю должны деньги вернуть в июле, то будьте добры, верните. Не нужно переносить это на август, в надежде, что потом перенесете на сентябрь. То есть это вот такой момент, можно сказать, раздачи долгов, это момент оплаты, в принципе,
как это, судный день, да? Час расплаты какой-то. Далее про деньги. Ага, ну тройка мечей, да, карта печали она называется. Скорее всего, мелкая, какая-то привычная, которую давно пора забыть, но тем не менее что-то вам сердце, связанное с деньгами, будет колоть. Это опять же вот эти вот, думаю, расходы, какие-то необходимые выплаты, задержки в доходах могут быть, да, потому что человек, которому не выплачивают деньги, положенную зарплату или какие-то проценты, он ведь тоже похож на повешенного. Вы связаны руками и ногами. Уйти не можете, пока деньги не получили. Потребовать, стукнуть кулаком по столу тоже не можете, потому что тогда и вообще последнего лишитесь. То есть вы ждете, да. Это еще и карта ожидания. Денег придется ждать, причем как-то по-крупному. И, скорее всего, не впервые. Это вы ждете деньги, которые вы ждали и прежде уже. Та же самая задержанная премия или тот же самый долг, который вам не отдают. Вот как ждали, так и ждете опять. И это много будет и хорошего, понятно, но вот эта тема жертвы и ожидания все-таки большая, можно сказать, прям как будто ведущая тема месяца, связанная с деньгами. И посмотрим все-таки. Придется разрешите ли вы эту проблему. Вы нет, а кто-то вполне может разрешить. Фигурная карта «Король мечей». Дословно он обозначает человека, мужчину, которого надо послушаться, который просто сильнее вас обладает какой-то большей властью. Часто в гаданиях на работу, на деньги. Это просто начальник, который как раз и решает, сколько и когда вам заплатить. Но здесь с соседними картами как раз получается, что какой-то мужчина, начальник или, ну пусть будет, да, начальник, все как-то никак или не в вашу пользу решает ваши денежные дела. Иногда король мечей – это еще и органы, различные инстанции, проверяющий. Так, например, вот с такими картами к вам вполне может явиться в ваш ресторан какая-то инспекция, пожарная, например, да, и выписать вам ощутимый по сумме вполне штраф, который вы не хотите платить, причем этот штраф будет для вас не в первый раз. То есть это власть. Вот эта карта «Король мечей» – это олицетворение власти. И он в разном облике может прийти. Самый близкий, понятно, это начальник или какой-то старший родственник, более, так скажем, властный или более выбирающий. Но это может быть и такой совокупный собирательный образ, знаете, государство, например, пришло, и чтобы с вас какие-то штрафы взять или что-то еще такое. То есть тема денег, не скажу, что плохая, это же не обман, это не потери, правда же, денег. Но и не самая веселая, не жизнерадостная. Допускаю, что в июле рыбам не придется, не хватит так вот, чтобы легко на эмоциях какие-то тратить деньги с удовольствием, потому что более будут вынужденные преобладать какие-то траты или вложения. Да. Далее любовь. Про любовь. Вам для начала вот получите портрет. А посмотрите, какие красивые карты. Эти виньетка есть и есть какая-то особенная, очень своеобразная цветовая гамма. Но это вот как раз Альфонс Муха. Для начала получается у вас паш мечей, это карта фигурная, это обозначает человека. Для вас парень месяца, паш мечей, воздушный человек и молодой человек. Воздушный, возможно, знак стихия воздуха, это молодой человек, близнецы, весы или водолей. Все вполне для вас какие-то подходящие. А еще воздушный человек – это умный человек. То есть встречайте молодого, дерзкого, умного, скорее всего, невыносимого и капризного, но все-таки, наверное, привлекательного для себя человека. И да, самое главное, что все пажи
обозначают новых людей, новое знакомство спешит к рыбам. Нравится вам такой портрет, такой образ? Быстрый на слова человек, очень, может быть, нетерпимый или нетерпеливый. А еще мечи – это же карта иностранцев. Паж мечей – это иностранец, может быть, человек, говорящий с вами на другом, непонятном языке или имеющий с вами заметные ментальные различия. Это тоже иностранец. Всё. Далее про любовь для рыб. Королева мечей. Ну что ж, как беда одна не приходит, так и мечи, видимо, парами все время ходят. Да? Вот здесь у вас пара мечей, здесь пара мечей. В комплект к этому молодому человеку, который где-то рядом или занимает вашу голову или и мысли, появляется королева мечей, злодейка, соперница. Во всех случаях женщина, которая вашей любви, вашему партнерству, союзу вашему или даже браку может помешать. В паре, кстати, когда они вместе, вот эти две фигурные карты выпадают, они, в принципе, теряют свое вот это вот фигурное значение. Они больше не являются людьми. Ну, то есть являются, но смысл, значение карт продолжается. В паре паж и королева мечей обозначают для вас довольно сложную или жесткую ситуацию в любви. Это поток эмоций ваших, и не всегда они положительны. Это не конфликт, нет, не ссора, не выяснение отношений. Но это для вас повод пострадать в любви или по любви, или от любви, как хотите. Здесь есть и герой, с которым связаны ваши чувства, эти переживания. Здесь есть и героиня, лучше бы ее не было, да, здесь в раскладе, с которой у вас связаны ваши страхи и сомнения в этом партнерстве. То есть, если мы говорим о новом знакомстве, то оно, скорее всего, будет, оно очень вероятно. Но вам тут достается человек не совсем один. Не совсем один. Есть какая-то рядом с ним женщина, или скорее женская энергия, ревнивая, манипулирующая, опасно, не дающая ему свободу. Эта женщина может быть кто угодно, кстати, не обязательно жена, да? Это может быть и сестра. Знаете, сестры какие бывают, ревнивые тоже. Но если у вас есть заловки, да, вы отлично меня понимаете. Бывает, что сестры тоже личной жизни братьям никакой не дают. То есть, видите, ну, с какой-то женщиной вас судьба носик к носику сталкивает, или не сталкивает, но заставляет вас о ней переживать, о том, что она все-таки есть злодейка. Дальше про любовь. Ой, четверка кубков. Ну, видите, какой прям драматический сценарий карты выдает. Четверка кубков говорит, что вы сдадитесь, не захотите бороться. Это карта пассивности и лени. По ней герой, или как здесь вот на этой карте героиня, отказывается от возможностей, которые в кубке буквально предлагает судьба. Запутанная история. И вся сплошь эмоциональная. Только мечи и кубки. То есть реально ничего как будто бы и не происходит. Но вот переживать, сомневаться, отказываться будете вы очень много. Считается, что позиция героя на четверке кубков непохвальная. Считается, что он из-за собственной пассивности и равнодушия пропускает лучшее в своей жизни и в судьбе. Вот запомните этот совет. Посмотрите, вы можете испугаться. Вот вам сценарий простой. Вот новое знакомство. Привлекательный, интересный, обаятельный человек. Ну вот тут же быстренько вдруг узнаете, что вот, ну, есть какая-то женщина, не знаю, может быть, он с ней переписывается в соцсетях, может быть, она его преследует, какая-то давняя подруга, да? И вы быстро делаете вывод, ага, что вам этот конкурс не нужен, вам эта конкуренция не нужна, вы отказываетесь, задумываетесь,
понятная очень ваша позиция, но, может быть, если вы присмотритесь к истории лучше, то вы как-то более конструктивно, более взросло себя сможете повести. То есть карты, да, в таком наборе могут вам обещать буквально охлаждение чувств любовных. Охлаждение из-за присутствия соперницы, может быть, из-за того, как вот этот вот ваш герой, новый или старый, описывает эту соперницу, или как он описывает отношения с ней. Вместе с такими картами могут и вернуться старые сомнения, связанные с любовью, с партнерством, опять же, с этой же соперницей. То есть тогда паж мечей – это письмо, телеграмма или любая информация для вас, когда вы узнаете, ага, что есть соперница, что никуда она не делась, несмотря на заверение, например, вашего героя, или появилась какая-то новая. И у вас это вызывает вот почему-то такую реакцию. Вам тут же это все становится совершенно не надо. Ну, я знаю, что представители вашего знака, рыбы, действительно редко любят конкурсы и конкуренцию. Редко. Это не ваше. Соревноваться вот предпочитают люди огненные. Воздушные иногда. Дальше дом и семья для рыб. Так, дом, семья, родственники, квартира, недвижимость и так далее. Семерка жезлов вам выпадает. Карта хлопоты описывает. Да, она называется доблесть. Описывает для вас набор необходимых, каких-то срочных действий во имя дома и семьи, устранение препятствий, там, с документами, может быть, физических каких-то. Физические трудности по семерке жезлов мы же можем и бороться с там, протекающей какой-то батареей или переживать ремонт в подъезде. Это хлопотная карта, она говорит, что вам, в принципе, за семейные дела на разном уровне придется бороться, придется побегать. И карта, собственно, призывает это делать, потому что совет семерки жезлов. Сейчас любые действия лучше, чем никаких активности от вас. Мелкой. Не такой уж прям роковой, знаете. Но все-таки активности карта требует. Да. О, вот эта пара прямо, видите, карта маг. Да, активности. У вас будут возможности, и время торопит, чтобы как-то преобразовать вашу домашнюю, семейную или бытовую жизнь. Вы должны торопиться, вы должны действовать с определенным риском, очень решительно. Это возможность, например, по своему желанию, собрав все ресурсы, все силы в кулак, переехать, поменять дом или нынешнее жилье привести в какое-то идеальное состояние. Но карта маг, конечно, многообещающая. Вы сможете много сделать. Если мы не говорим про бытовые такие практические вещи, типа переезда или ремонта, то тогда эти волшебные карты помогают вам как-то преобразовать, поменять распределение сил и ресурсов в семье. Помогают вам, может быть, более командующую или более какую-то, знаете, доминирующую позицию в семье занять. И предлагают они вам это. Пусть в семье, дома, в семейных делах у вас будет все по-вашему, а не так, как кто-то захотел. Это время, чтобы никого, кстати, не слушаться. Вот эти обе карты таких... Это карта самонадеянных людей, которые на полной автономии воли работают. То есть дерзко уехать из дома для кого-то совет, дерзко, наоборот, вернуться. Все по-своему. Время ждет от вас эгоизма. Эгоизм полезная вещь иногда. И, видите, и опять мы проваливаемся в какую-то вот эту вот зыбкую эмоциональную бездну. Кстати, характерно для представителей вашего знака. Видите, возможностей много, шанса, конкуренты отстали. Можно и
и должно многое сделать, но тут 5 кубков. А вы разочарованы, вам уже не надо, вы уже, например, расхотели что-то, расхотели, потому что долго, или расхотели, потому что это какое-то совсем не то. Фактически вот в чем-то повторяется сценарий, который вам карты и про любовь предлагают. То же самое. Но в первом с любовью вы как будто бы из-за препятствий отказываетесь от партнерства, даже от брака можете отказаться, от знакомства отказываетесь. Вот. То во втором случае отказываетесь из-за разочарованности. Ну что-то не по-вашему пошло, ну и все, это мне не надо. Это немножко детская, такая незрелая позиция, о которой мы всегда жалеем. Вот. Поэтому лучше воплощать, лучше браться, лучше делать. Ну и самое главное, о чем предупреждает 5 кубков. Не верьте собственному настроению, не верьте собственному разочарованию, потому что оно быстро и незаметно у вас пройдет. А вот последствия того, что вы сделали или от чего отказались в этом настроении, будут с вами долго, может быть, всю жизнь. Спасибо.